Всем привет! Вы находитесь на канале о ставках на спорт, который по-другому называется Real Fraud Story. Сегодня мы обсудим с вами тему, можно ли вообще заработать на ставках. Прошел год и даже несколько месяцев с тех пор, как я снимал первое видео о том, можно ли вообще зарабатывать на ставках. Это было еще на предыдущем канале, который недавно, к сожалению, удалили за то, что я показывал вам, какие там букмекерские конторы, в которых можно продолжать ставить, какие плохие и прочее. Больше я такого делать не буду, поэтому этот канал, конечно, никто не удалит. И сегодня вот мы обсудим вообще, какие варианты есть, можно ли зарабатывать. Их всего несколько. Я могу однозначно точно сказать, что да, на ставках зарабатывать можно, но это не относится к тому, как вы просто заходите вечером поиграть, там, не знаю, потыкать какие-то матчи из Лиги Про и думаете, что вы на этом сможете заработать. То есть, если вы хотите на этом зарабатывать, то это серьезная работа, которая занимает очень много времени, и вы тратите на это целый день. И опять же, не путайте это с тем, что вы взяли, допустим, свой телефон и смотрите весь день в телефон, ставите свой настольный теннис и думаете, что это работа. Нет, это не работа, это называется лудомания. Итак, способов для заработка на ставках, их несколько. Один из них — это ставить прогрузы, смотреть, на что ставят большие суммы, и ставить эти прогрузы, но за такие способы вырубают аккаунты просто моментально, и вам просто уже негде будет ставить, потому что все будет в блоке, на верификациях и прочее. Второй способ — это вилки, валуи, но за них тоже вырубают аккаунты, и очень большой шанс, что деньги вам не выплатят. Третий способ — разбираться в каком-то виде спорта очень хорошо, так, чтобы просто все знать о нем. Но выигрыш вам будет все равно не гарантирован, хотя я знаю людей, которые на этом зарабатывают. Четвертый способ — это тот, о котором я буду говорить. Это игра на высоких коэффициентах, но самое главное, забудьте о ставках на футбол, на топовые лиги. То есть, если вы хотите зарабатывать на ставках, то забудьте про все топовые соревнования. Ну и тут не только про футбол, здесь и про всякие чемпионаты мира по хоккею и прочее. То есть забудьте про это. Футбол, когда играет Челси, Арсенал, это вообще не про заработок. Это просто поставить там 100 рублей, повеселиться, посмотреть, как они сыграют. Но на этом вы не заработаете. В таких лигах все просчитано, такие лиги называются бигмаркетами. На бигмаркетах зарабатывать можно, но, на мой взгляд, зарабатывать на футбольных бигмаркетах практически нереально, особенно на высоких коэффициентах. Мы же про высокие коэффициенты говорим, потому что, чтобы зашел высокий коэффициент в футболе, надо, чтобы случилось какое-то чудо. Чтобы зашел высокий коэффициент в баскетболе, он заходит каждый день очень много раз, на всякие специальные виды ставок. То есть не нужно делать ставки на популярные исходы. Не нужно делать ставки на победу, допустим, какую-нибудь в футболе, или победа плюс тотал. То есть если вы хотите зарабатывать, то вам важно выигрывать на дистанции. Чтобы выигрывать на дистанции, вам нужно, чтобы ваша ставка заходила чаще, чем посчитано в коэффициенте. В коэффициенте посчитано так, что если вы делаете ставку с коэффициентом, например, 5, то букмекерская контора считает, что эта ставка зайдет один раз из 5. Но вам нужно, чтобы такая ставка заходила один раз из 4, тогда это будет выгодно на дистанции, и вы будете в плюсе. На футболе такое просчитать, на футболе топовых лигах, такое просчитать практически нереально. То есть вы будете всегда в минусе, потому что конторы идеально просчитывают все. Для того, чтобы быть в плюсе на футболе, вам нужно... То есть на футболе можно быть в плюсе. Рассмотрите тему с угловыми, например, по линии... Сейчас с 1x ставкой большие вопросы, поэтому я буду говорить там про 1xbet, например, хоть он и офшорный, но в принципе он пока работает. И вот
рассмотрите линию с угловыми, например, что больше 17 угловых там в каком-нибудь матче, коэффициент бывает там 40, я не знаю, вот такие. Но просто на тупую, там, тотал больше, или обе забьют, или первый тайм полтора больше, но это херь полная, то есть на этом вы будете только проигрывать, и это бесполезно. Сейчас из-за того, что с 1x ставкой проблемы, то возникают вообще проблемы в плане ставок насчет того, где ставить. Есть куча офшорных компаний, там очень сложное пополнение и не менее сложный вывод, но это все рабочее. Есть пару вариантов, которые вы можете сами использовать. Вы можете в моем телеграм-канале, который вот здесь вот написан, посмотреть. Я там выпущу статью в ближайшее время, какие сайты вообще стоит использовать, какие не стоит, и вы сможете выбрать, где вам играть. Но если вы хотите зарабатывать, забудьте про топовые лиги футбола. Это не заработок, это просто лудомания и развлечение. Для заработка мы используем не топовые лиги по всем видам спорта. Баскетбол, волейбол, хоккей. Вы даже можете ставить на футбол, но на второсортные чемпионаты, даже на третий сортный, там чемпионат Кении, чемпионат Зимбабве, я не знаю, ну что вы там разбираетесь, что контора плохо знает. Ну там много договорных матчей, поэтому тоже как бы я бы туда не совался. В баскетболе очень легко поймать, относительно легко поймать коэффициент 6 на какую-нибудь гонку до 20 очков, вот как вчера, допустим, я выкидывал в свой телеграм-канал ставку на гонку до 20 очков, которая была во всех букмекерских конторах, за коэффициент 6, и она зашла. Ну, и сколько вот надо ловить этот исход на каком-нибудь, опять же, футболе? Ну, очень долго. Здесь в баскетболе это заходит каждый день, каждый день. Если не говорить даже по линии 1х клонов, то такие ставки заходят, ну, очень часто в других конторах. Единственное, что какой-нибудь фонд бет условный, он дает ставить на самые сладкие матчи всего 1000 рублей. Из-за этого у вас, да, будут проблемы, но в 1х конторах можно неплохо на этом поднимать. Просто сместите свой акцент со ставок на популярные чемпионаты на ставки на непопулярные. Нам будет подходить баскетбол, там, чемпионат чего, допустим. В общем, топовые чемпионаты сейчас вообще не подходят для того, чтобы в лайве поднимать. Что из баскетбола? Там, ну, Саудовская Аравия, WNCAA мой любимый. Волейбол я сейчас проставлял недавно очень плотно. И волейбол женский, стратегия, которую я рассказывал про точки входа, очень хорошо работает. Вообще идеально, приносит просто баснословные прибыли. Единственное, что контора потом тебя режет, и деньги не особо-то хочет выплачивать. Но я думаю, что в ближайшее время я сделаю видео о том, как выигрывать на волейболе, на букмекерских конторах, где есть всего один исход. Там я сделаю точки входа по равной линии, потому что сейчас я их буду практиковать на 1,95, допустим, или 1,85 коэффициент, что какие точки входа использовать, в какую сторону, и мы будем смотреть так, потому что все-таки 1х и клоны — это, похоже, уже отработанный вариант, будем адаптироваться под новые реалии, как вот, допустим, гандбол у нас забрали уже в 1х, то есть убрали роспись, особо там сейчас не погонять его, но я думаю, что можно все адаптировать под 1,9. Да, хочется брать большие кэфы на 1х. В итоге я делал видео про стратегию больших кэфов, но мы плавно будем адаптироваться под суровые реалии. Просто само видео про то, что зарабатывать становится настолько сложно, что 10 раз подумайте, надо ли оно вам. Это видео вообще к обычным игрокам, это не к профессионалам на данный момент, а к тем, кто не понимает, как устроен рынок букмекерства, я расскажу вам. То есть вы, когда делаете ставки просто сейчас, вы, скорее всего, сливаете, и вам все платят. Когда вы начнете делать их профессионально, вам перестанут выплачивать деньги, вас будут кидать на всевозможные проверки и задерживать выплаты максимально, устраивать видеоконференции и прочее дерьмо. То есть у вас будут большие проблемы с тем, чтобы получить ваши выигранные деньги. И 1000 раз подумайте, надо ли это вам вообще. То есть в идеале просто завяжите со ставками и все. Если вы хотите
на этом прям зарабатывать, это ежедневная дрочь и очень сложный процесс, который требует очень много времени и постоянного внимания. То есть вы не сможете просто сидеть в туалете, я не знаю, 20 минут в день и поднимать на ставках. Нет, это не так работает. Это работает так, что вам нужно целый день быть в курсе. Там, если вы ставите прогрузы, то вам надо следить за прогрузами. Если вы ставите какие-то... Единственное, что вы, да, можете делать дайджесты в плане того, что выписывать все матчи, которые вас интересуют, и по ним ставить. Это самый классный подход. Но вам нужно разбираться, например, по точкам входа по волейболу. Вы посмотрели мое видео, и вы составили себе календарь матчей на сегодня, и на него пробуете. Но там тоже все достаточно обширно, без какой-то конкретики. И поэтому там тоже будут проблемы из-за того, что как будто бы недостаточно информации. Но следующее видео по точкам входа на волейбол я сделаю на все лиги, поскольку все-таки 1x обрубает уже этот способ. Я его придерживать не буду, я сделаю более плотный по точкам входа именно на волейбол, в какой момент тотал больше, в какой тотал меньше. Предыдущее видео было достаточно такое грубое, что всегда тотал меньше, всегда в такой момент. Здесь сделаем чуть получше, я ее сам обкатаю и вам расскажу. Ну, в общем, суть видео в том, что сейчас, что зарабатывать на ставках очень сложно, это я сказал. Есть еще клоны 1x бета, 1x ставки, в которых я сам регался вот недавно на чистые номера, там вообще, то есть все идеально, не спалить. И после первого же выигрыша там порезка, и смысла это продолжать большого нет. Но главное в своих ставках для заработка не смотреть стандартно на вещи, смотреть нестандартно, потому что все, что стандартно, там букмекеры уже все посчитали, и вам его не опередить и не обыграть. То есть вам надо быть впереди букмекера, и для этого подсчитывать вероятность в плане того, что вы должны все-таки выбирать правильные матчи и правильные чемпионаты. А для этого нужно внимательно посмотреть другие мои видео, конечно же, для того, чтобы это уловить. Запутался, короче, в мыслях, но суть остается такой, что для того, чтобы выигрывать в букмекерской конторе, не ставьте на футбол, на эти популярные лиги, на Челси, Арсенал, Манчестер, Ливерпуль. Забудьте вообще, кто когда играет, кто там играет в Испании, когда там Реал, Барселона. Вам нахрен это не надо, если вы хотите зарабатывать. Вам нужно знать, когда играет Мототавра Юнайтед против Кения Полисы. Вот тогда вы, если это вы хотите на футболе зарабатывать, вы будете зарабатывать. А лучше вам знать, когда играют в третьем дивизионе чемпионата Японии по баскетболу, или когда играют женщины в Южной Корее в волейбол, или когда играет Уругвай женский в волейбол. И тогда доход вам точно будет обеспечен, и все у вас будет хорошо. Например, чешская там региональная лига 2, женская, все это вам поможет очень сильно, если вы хотите зарабатывать на ставках. Я еще выпущу много видео. Это первое в таком формате, что я нахожусь не дома, как обычно, и оно немножко сложно из-за того, что люди ходят постоянно, я теряюсь в мыслях, где-то шум. И следующее видео точно будет получше. Но вы сами видите, в каком наряде я сижу, что за камерой там очень много людей стоит, смотрят на меня, поэтому достаточно тяжело это. Так, подписывайтесь на мой канал. Это новый канал, предыдущий удалили. Как я уже сказал, этот не удалят. Дальше будет очень много всего интересного, и следите. Подписывайтесь также в телеге на канал. В телеге канал написан на моем снэпбэке. И скоро вас ждет много всего интересного. Чуть-чуть откладывается то, что я задумывал где-то на апрель, но это будет очень круто. Поэтому ждите и следите за анонсами. Спасибо.